Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами выучим 14 выражений, которые мы употребляем с глаголами «работать» или «трудиться». И мы используем эти выражения, чтобы сказать, как работает человек. Мы можем сказать, что человек работает хорошо или плохо, он работает очень много. А можем сказать то же самое, но по-другому, используя эти выражения. Именно так, как говорят русскоговорящие. Итак, приготовьте тетрадь, ручку, потому что, возможно, вам придется записать эти выражения и примеры. Ну а если вы не хотите записывать, то можете скачать PDF. Я ссылку оставлю внизу под описанием видео. Ну а если вы со мной не знакомы, то давайте познакомимся. Меня зовут Мария. Я преподаватель русского языка, культуры и литературы. И на этом канале мы с вами учим русский язык. Ну а теперь давайте начинать. Первое выражение – не покладая рук. Это значит, что человек работает очень много, хорошо, усердно и старательно. Он не останавливается, он работает, не покладая рук. Мы употребляем это выражение для того, чтобы сказать, что человек молодец, что он работает хорошо. К примеру, эту школу построили очень быстро, потому что строители работали, не покладая рук, все лето. Итак, выражение «не покладая рук». Второе выражение «в поте лица». В поте лица это также значит работать много, работать хорошо, усердно, прилагая усилия. К примеру, я знаю, что мои бабушка и дедушка работали очень много. Они работали в поте лица, чтобы содержать свою семью. Они были настоящие труженики. Труженик – это человек, который много работает. Второе выражение – в поте лица. Третье выражение – засучив рукава. Длинный рукав на рубашке, и мы его засучиваем. Да? Это засучить рукава, поднять рукава, чтобы они не мешали для работы. Работать или трудиться, засучив рукава, также значит работать много, работать хорошо, работать, прилагая большие усилия. К примеру, представьте разговор, и кто-то говорит: «Ай, какой у вас прекрасный урожай в этом году! Как много овощей и фруктов вы собрали с огорода!» А человек говорит: «Да, этим летом мы всей семьей работали, засучив рукава на огороде». А это значит, они работали очень много и с усилием. Отлично, мы уже знаем 3 выражения. Четвертое выражение – вкладывать душу в работу. Вкладывать душу в работу – это значит работать с любовью, с увлечением. Когда нам нравится наша работа, мы целиком, полностью отдаем себя этой работе. То есть мы вкладываем душу в эту работу. К примеру, мне очень нравится записывать видео для моих учеников. Я вкладываю всю душу в свою работу. Итак, мы с вами выучили
4 выражения, чтобы сказать, что человек работает хорошо, что человек работает много, с усилием, усердно, старательно, но главное хорошо. Давайте повторим эти выражения. Не покладая рук, в поте лица, засучив рукава и вкладывать душу в работу. Отлично. Теперь еще 4 выражения для того, чтобы сказать, что человек профессионал своего дела, что он очень хороший специалист. Как мы это скажем по-русски? Первое. У него золотые руки. К примеру, моя сестра очень любит шить. Она шьет очень хорошо. Она шьет красивые платья. И я могу сказать, что у нее золотые руки. Это значит, что платья, которые она шьет, очень красивые. Она очень хорошо это делает. Она специалист. Она замечательная швея. Еще одно выражение. Он мастер на все руки. Это значит, что человек умеет делать абсолютно все. К примеру, муж моей сестры. Когда они купили новую квартиру, там не был сделан ремонт. И муж моей сестры полностью сделал ремонт. Он сам один, без рабочих, он сам сделал весь ремонт в квартире. Он покрасил стены, приклеил обои, установил раковину, поставил кран. Все, что нужно было сделать в доме, он все это сделал. Значит, я могу сказать, что он мастер на все руки. Еще одно выражение. Он специалист с большой буквы. Когда мы говорим об учителях, о врачах, об инженерах и так далее. Да? Какая-то специальность у человека, какая-то профессия. К примеру, я могу спросить, этот человек, он хороший врач? И мне ответят, да, он специалист с большой буквы. Это врач с большой буквы. Это значит, что это очень хороший врач. У него очень большой опыт, очень большие знания, да, в той отрасли, в которой он работает. Итак, мы с вами увидели 3 выражения, чтобы сказать, что человек очень хороший специалист. Это у него золотые руки, да, если он хорошо что-то делает. Он мастер на все руки, когда он умеет делать все своими руками. И третье, он специалист с большой буквы, когда мы говорим о профессии человека. И еще одно выражение. Он собаку съел в этом деле. Это значит, что у человека есть очень большой опыт в чем-либо, поэтому он стал очень хорошим специалистом в этом деле. К примеру, ситуация. У меня сломался компьютер, и я ищу человека, который может отремонтировать компьютер. И я спрашиваю у подруги, потому что у нее есть знакомый, который может отремонтировать мой компьютер. И я спрашиваю, и это хороший специалист? И моя подруга мне отвечает, да, конечно, он собаку в этом деле съел. Это значит, что у него огромный опыт, что он уже починил очень много компьютеров. Здорово! Мы с вами уже выучили 8 выражений. Теперь давайте выучим еще 2 синонимичных выражения. Они синонимы. И это выражение плечом к плечу
или рука об руку. Это значит вместе, работать вместе. К примеру, у меня есть два друга, и они вот уже 20 лет работают плечом к плечу в одной фирме. Это значит, что они работают в одной фирме вместе вот уже 20 лет. Также я могу сказать, что, к примеру, был пожар, и пожарники работали рука об руку, чтобы помочь людям, чтобы потушить огонь. Итак, два выражения: плечом к плечу или рука об руку, и это значит работать, трудиться или делать что-то вместе. И нам с вами осталось 4 выражения. Мы используем все эти 4 выражения, когда хотим сказать, что человек ничего не делает, что он бездельничает, или что он очень плохо работает. Начинаем с первого выражения, и это спустя рукава. Спустя рукава. Раньше мы с вами видели выражение засучив рукава. Это значит работать очень хорошо, старательно, усердно, прилагая усилия. А теперь спустив, работать спустя рукава. Это значит работать плохо, кое-как, небрежно. К примеру, он работает очень плохо, спустя рукава. Второе выражение – валять дурака. Валять дурака значит ничего не делать, бездельничать. К примеру, представьте, такая ситуация: студент, и у него экзамен через 2 дня. Но он ничего не делает, он ничего не учит, он сидит и смотрит телевизор весь день. И его мама, к примеру, ему говорит: «Хватит уже валять дурака, у тебя через 2 дня экзамен, выучи хоть что-нибудь». Еще один пример, синоним – это бить баклуши. Также обозначает ничего не делать, бездельничать. К примеру, он не работает, он не учится, он ничего не делает, целыми днями он бьет баклуши. И в этой ситуации мы можем сказать: хватит бить баклуши, принимайся за работу. И последнее выражение, также синоним, это значит также ничего не делать, бездельничать, это сидеть сложа руки. Сложа руки – это значит вот так. Сидеть сложа руки или ничего не делать. Он сидит весь день дома, сложа руки. Он не ищет работу, он не учит ничего, он ничего не делает. Он сидит, сложа руки. Здорово! Мы с вами выучили 14 русских выражений, чтобы сказать, как человек работает. Напоминаю, что вы можете скачать PDF внизу в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а также, если вам нравится читать и вы хотите читать по-русски, то можете посмотреть адаптированные книги на русском языке для разных уровней. Это адаптация русских классиков. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео и желаю вам всего самого замечательного. Пока-пока!